Но вот этот вопрос, думаю, интересен будет многим, так? Есть мнение. Но это, немножко, это правильное мнение есть. Что сейчас в России искусственно и целенаправленно создается напряженность в обществе, которая после 4 марта перерастет в беспредел. Чиновники побегут в Сочи и на Запад. Ну, в Сочи чем бежать? Это что же Россия. Будут введены войска НАТО, так сказать, и будущий глава государства Матвиенко. Ну, насчет Матвиенко я ничего не знаю. Комментировать не буду, а вот насчет всех вопросов предыдущих, ну, во-первых, как вы понимаете, обстановка нагнетается далеко не только сейчас. И 10 декабря пытались сделать многие вещи, и 24-го пытались использовать людей. Ну, вот я просто иногда удивляюсь. 10-го митинг против выборов в Думу, помните, были, да? И люди возмущались. Во-первых, часть возмущающих была тем, которым заплатили за то, что не делали. Их кинули, и потом они возмутились. А другие, большая часть, конечно, была тех, которые, действительно, узнав, возмутились. Но вопрос, а что раньше было по-другому? Кто может сказать, что раньше было по-другому выборы? Кто-то может понять, сказать, по-другому были? Есть такие здесь, по крайней мере? Пока я не вижу рук поднятых. Просто, знаете, когда дается преднамеренная утечка информации, о чем это говорит? Значит, кому-то выгодно, правильно? Выгодно. Вот тем, кому выгодно, и создают такую обстановку, потому что планировали сделать 10 декабря и потом 24 примерно то же самое, что были в октябре 93-го дали. Помните, да? Расстрел парламента. Помните, да? То есть планировали устроить бойню, для этого приезжали специалисты из Израиля, 200 человек, 10 числа. Прилетели и улетели. И ни одного человека не убили. А должны были убить очень многих, создать прецедент, чтобы, так сказать, пробудить гражданскую войну, начало, так сказать, возмущения. И действительно, чтобы есть подписанный приказ, договор, что в случае угрозы демократии в России, что натовские войска вводятся без всего, без всего. То есть как такое, что такое возникает? Тут же они, и туточки. А нужно говорить, что это такое? Они в 2010 году, когда устроили эту зару, помните, которая была, то же самое. Там не только угроза демократии, и экологическая катастрофа и так далее, чтобы, так сказать, так далее. То же самое. Если перечислить все, что за несколько лет было, о чем люди, в принципе, почти не знают, а что реально происходило, что не произошло, потому что кое-кому это не безразлично, есть люди, которые не допускают таких вещей, то, знаете, у многих бы волосы на голове встали от того, какие мерзости готовятся и продолжают готовиться. Но думаю, то, что готовится сейчас, очередные мерзости, получится то же самое, что готовилось ранее. Надеюсь на это и надеюсь, и они уже, в принципе, сами уже в отчаянии, потому что все методы, которые работали раньше, почему-то не работают. Ну, помните даже, как начали насчет этого спутника, который перед 24 декабря не полетел, да? И не только там, другие тоже. А сообщение, помните, что неизвестное излучение, помните, да? Это не я сообщал. Ну, естественно, для них неизвестно. Потому что на этом спутнике стояло не только то, что там говорилось, как и на предыдущих, как оказывается, тонна лишнего груза, вернее, тонна лишнего горючего на носитель ракеты. Извините, кто будет закачивать лишнюю тонну горючего, если нет веса, который нужно, чтобы эта лишняя тонна вынесла, правильно? Просто заявляют только часть, а то, что не заявляют, вот это лишняя тонна появляется. Ну, как вы думаете, что скрывается за тем, что не заявляется? Но они дураки сами. Зачем же говорить, тогда афишируют, что лишняя тонна горючего? Ну, это значит, наши, как говорится, космические центры полные идиоты. Кто же будет закачивать лишнюю тонну горючего,
который все равно не воспользоваться невозможно, потому что ступень будет отбрасываться, например, на высоте, и эта лишняя тонна будет падать и сгорать, и может проблему создать. Лишняя тонна, каждый килограмм рассчитывают в соответствии с полезным грузом, который данный носитель должен вывести на орбиту. Это должно любому школьнику понятно, правильно? Так и здесь. Просто в этой лишней тонне горючего, которое что оборудование было, должны были выноситься оборудование, которое воздействовало на массы, чтобы заставить их агрессивно действовать и так далее, то есть создать искусственную революционную ситуацию, чтобы бойня возникла, и тогда гражданская война началась. Этого бьются уже несколько лет, потому что Россию по-другому взять не получится. И это не получится. Так что, думаю, в какой-то степени ответил вопрос.